Здравствуйте, друзья! Сегодня нарисуем гроздь рябины. Она уже поспела, ее сочные алые ягоды горят как костер, привлекают к себе наше внимание. Готовьте материалы: бумагу, кисти, краски. Я сегодня работаю акварелью на акварельной бумаге. Нам понадобятся кисти разных размеров, потолще и потоньше, простой карандаш, резинка. Приготовьте палитру, воду, салфетки влажную и бумажные. Посмотрите, какое строение имеет гроздь рябины, как держатся ягодки на веточке, как собрана гроздь. А это лист рябины. Простым карандашом, очень легкими, едва заметными линиями рисуем эскиз, набросок ветки рябины. Выкладываем в палитру акварельные краски: оранжевый, рубиновый, алый цвет. Добавляем в краски немножко воды, чтобы она была не густая. Рисуем ягоды рябины. Оранжевой, алой краской рисуем круглые бусины, сочные, вкусные, очень полезные витаминные ягоды. Они плотно прижаты друг к другу, как будто бы согреваются. Акварельная краска перетекает из одной ягоды в другую, создавая новые оттенки. Я рисую круглой кистью среднего размера. Работаю кончиком кисти, лишнюю влагу и лишнюю краску убираю. Моя кисть из натурального ворса. Она очень хорошо впитывает, вбирает в себя воду, держит воду. Кончиком кисти рисуем тоненькие изящные веточки, которые соединяют ягоды, объединяют их в гроздь. Рисуем охрой, коричневым цветом, оливковый цвет можно взять или зеленый. Подводим веточки к ягодам, формируем сочную, красивую, яркую красную гроздь. Учимся у художницы природы. Все подмечаем, наблюдаем, замечаем. Очень красивый лист у рябины. Используем зеленую акварель, оттенки желтого, лимонный, желто-горячий. Смешиваем краски. Пока лист бумаги влажный, пока краска не высохла, можно вливать, добавлять новые цвета и оттенки. Краски перетекая, путешествуя, танцуя и взаимодействуя друг с другом, создадут потрясающие переходы, переливы цвета, новые нюансы. Это волшебные свойства и особенности акварели. Природа очень мудрая. Недаром она подарила ягодам рябины красный цвет. Этот активный, звонкий, привлекающий внимание заметный цвет ягод спасет многих птиц и животных от голода холодной, морозной, вьюжной зимой. Высыхая, акварель может изменить насыщенность цвета. Там, где нужно, где необходимо, я пройдусь еще кисточкой, уточню форму листьев, добавлю прожилки, постараюсь ягоды сделать более объемными. Бордовым, рубиновым цветом добавим глубину, нижнюю часть ягод подчеркнем. Ягоды еще влажные, краска взаимодействует, перетекает, создаются новые оттенки. Ягоды как будто бы настоящие, как будто бы живые. Упражняем руку. Продолжаем рисовать кончиком кисти очень тонкие линии. На листьях рисуем прожилки коричневым, бордовым цветом. Можно усилить цвет веточек. Осень дарит деревьям золотые одежды, и наши рябинки тоже. В нижней части ягод нарисуем кончиком кисти очень тонкими линиями маленькую черную звездочку, как у настоящей рябины. Вот так. Посмотрите,
Рябина очень красивое растение, очень полезные витаминные ягоды, целебные, лекарственные. Осталось нам на каждой ягодке оставить солнечный блик. И, конечно же, очень хочется побрызгать, оставить солнечные брызги тепла последних теплых осенних дней. Пусть солнечные зайчики прыгают на нашем рисунке. Невозможно отказать себе в таком удовольствии. Спасибо, осень, за теплые дни, за теплые краски, за прекрасные плоды. Спасибо вам, друзья, за ваше внимание и за вашу поддержку. Она для нас очень важна. Если вам понравился наш канал, обязательно подпишитесь, поделитесь этим видео с друзьями. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши встречи. Благодарим вас, друзья, еще раз. Прощаемся с вами. До новых встреч. До свидания.